Сегодня я расскажу о 5 самых крутых проектах за этот год. Покажу, что же случилось с продуктами, которые мы залили эпоксидкой. Как поживает стол, которым активно пользуются больше года. И покажу доработки, которые не попали в основные выпуски. Приятного просмотра. Для начала предлагаю вспомнить один из самых старых проектов, который явно в списке лидеров моего личного топа. Вкратце, на фанерную основу я залил черную смолу, затем сделал бортик из алюминиевого профиля и приклеил светодиодную ленту. Следующим этапом начал послойно заливать смолу, слой за слоем. Тут-то и возник вопрос, как долго прослужит светодиодная лента в эпоксидке, без принудительного охлаждения? Капельку терпения, и я отвечу на этот вопрос. Для того, чтобы сымитировать звезды, я насверлил более 100 отверстий и провел оптоволокно. В итоге получился вот такой результат. Прошло уже больше года, и я иду в гости к своим друзьям, у которых он и стоит. Стоит на ресепшене, и им активно пользуются. Как вы видите, все работает. Но, конечно же, за это время он порядком зацарапался. Поэтому проводим ежегодное обслуживание и делаем полировку. В итоге, спустя год светодиодная лента не выгорела в толще смолы. То есть прием рабочий, забирайте и пользуйтесь. Но надо помнить, что я приклеивал ее на алюминиевую полосу, которая по сути является пассивным радиатором. Следующий топ — это, конечно же, барная стойка из битого стекла. Напомню, мы разбили порядком стекла и интересно это сняли. Следующим этапом разложили стекло в длинную опалубку и залили смолой. К слову, прошло уже полгода, как ей активно пользуются. Давайте глянем, в каком она состоянии. Да, конечно, глянец царапается, но для барной стойки думаю, что это приемлемо. Как по мне, она и не должна выглядеть вылизанной. Какой можно сделать вывод? Эпоксидку можно смело использовать для барной стойки, но также надо помнить, что она покрыта автомобильным лаком. Еще одно очень важное событие, так это победа на премии «Лучший DIY-блогер 2020 года» в своей номинации. Ну кто же он? Ждем. И это лихой топор. Лихой топор! Поздравляю с победой в номинации мастерской столяра «Лихой топор», друзья! Все благодаря вам. Огромное спасибо за вашу поддержку, голосование и комментарии. К слову, специально для ваших комментариев была отведена целая стена в мастерской. Как вы помните, на стену с комментами попадают самые залайканные комментарии и вопросы. На самом деле их очень много. Также вы часто спрашиваете, на что мы снимаем и где монтируем видео. Снимаем мы на камеру Nikon D800 с объективом 50 мм, а в монтаже нам очень часто помогает Movavi Видеоредактор Plus. Например, когда надо быстро, просто и качественно запилить ролик в Instagram. Это интуитивная программа для редактирования видео для Windows и Mac. Она отлично подойдет новичкам в качестве первого видеоредактора, потому что позволяет быстро смонтировать первые ролики, не тратя много времени на изучение интерфейса и поиск нужных инструментов. А главное, что тут есть все необходимое для полноценного монтажа. Множество встроенных переходов, синхронизация аудио и многое другое. В рамках праздничной распродажи для наших зрителей будет возможность приобрести Movavi Video Editor Plus плюс комплект заставок со скидкой 30%, а по персональному купону Happy 2021 предоставлена дополнительная скидка размером 10%, которая суммируется со скидкой по распродаже. Так что если давно хотели заняться видеоконтентом, сейчас просто идеальная возможность. Ссылку оставляю в описании, а мы продолжаем. Одним из самых любимых стал стол со специями. Он действительно получился очень интересным. Как вы помните, мы сделали порядком 70 чаш, в которые засыпали различные крупы, специи, фрукты и другие наполнители. Было очень много вопросов, что же с ними станет со временем. Обязательно покажем его через год. Но лично я уверен, что все точно так же и останется. Единственная проблемная чаша — это чаша с чесноком. Из него постоянно выходил воздух. В итоге пузыри так и остались в заливке. Позже мы подлили их смолой и теперь уже финалим тонким слоем смолы. Еще, как вы видите, смола дала небольшую усадку. Я знал, что так будет, поэтому спустя 2 месяца, когда я точно уверен, что усадки больше не будет, проливаем финальным тонким слоем. Теперь поверхность точно останется такой, стеклянной. Стол стоит у Андрея, который занимается съемкой и монтажом, и заодно присматривает за столом. Еще один вопрос, на который надо обязательно ответить, так это вопрос, что же с проектом помощи приюту для бездомных животных. Так как раньше я довольно громко заявил, что хочу собрать деньги и помочь им. Это история о том, как мне все надоело, и я решил превратить свое хобби в настоящее дело. Главная идея в том, что ровно половина заработанной суммы пойдет на ремонт и содержание приюта бездомных животных.
Я поставил цель, изготавливая и продавая изделия своей мастерской, за год заработать 3 миллиона рублей или 50 тысяч долларов. На ютубе кто-то копит на Феррари, а мы с вами построим комфортное место для хвостатых. В итоге этот проект совсем не зашел на канале. С каждым роликом просмотры падали, отписки увеличивались. И я понял, что с такими темпами канал просто умрет. Поэтому прекратил снимать про это контент, но от своих слов не отказался. И решил самостоятельно помогать и делать то, на что хватит сил. Но раз уж вы спрашиваете, надо ответить. Тем более, что какая-то сумма была собрана. И было даже несколько донатов. Немного, но они были. Вот те люди, которые внесли свой вклад. Спасибо им огромное, как вы видите, деньги пошли по назначению. В общем, как вы видите, в свои выходные мы с друзьями поставили столбы и огородили территорию нового крыла, для того, чтобы собакам было немного комфортней, а дальше стройка начала двигаться общими усилиями. Каждые выходные публиковалось объявление, приходили люди и бескорыстно в свой выходной помогали постройке. В итоге к концу лета было достроено целое крыло, и теперь уже выглядит оно вот так. Напомню, что все это держится исключительно на волонтерах и пожертвованиях, то есть если люди помогут, то собаки покушают. Всем, кто хотел бы помочь, ссылку оставлю в описании. Это реквизиты напрямую приюта, я не имею к ним никакого отношения, но уверяю на 100%, что все средства пойдут строго по назначению, так как не один день знаком с этими людьми. Ну и напоследок расскажу про доработку стола с картой мегаполиса. Очень мне понравился итоговый результат, и я решил в будущем заняться изготовлением таких столов с разными городами. К слову, Москва тоже будет. И тут мне пришла идея сделать этот проект еще интересней. В итоге одну из ножек я решил делать в виде самого значимого либо известного здания в этом городе. Для Нью-Йорка мы выбрали Empire State Building. Вот так оно выглядит вживую, а мы делаем его из дерева, стараясь соблюдать пропорции и архитектуру, насколько это возможно в нашем формате. В итоге мы имеем вот такое дубовое здание. На все фасады наносим гравировку, опять же отталкиваясь от оригинала. Когда все детали готовы, собираем их на клей и шпильки. Таким образом, чтобы шпилька попадала ровно кому-то в окно. Тогда она становится совсем незаметной. Поскольку стол пропитан тонированным универсальным маслом, берем его же и пропитываем наше здание. Сборка происходит вот так, а один из фасадов прячет за собой проводку и блок питания. Ну и, конечно же, шпиль, как в оригинале. Да, знаю, что не безопасно, не практично, но мы должны были его сделать. По плану он будет съемным, или мы выберем другое здание без опасного шпиля, так что не судите строго. Так и прошел этот год. Огромное спасибо за то, что вы с нами. Обещаю, что в новом году мы вас не разочаруем. С Новым годом вас и добра, топора!